В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня говорим о ситуации в зоне спецоперации и активных наступлениях. С нами на связи военный эксперт, полковник, главный редактор «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук. Анатолий Андреевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. На Покровском направлении сейчас напряженная обстановка. Как мы там продвигаемся? Видите, Покровское направление – это действительно очень важное направление. Если забегая туда раньше к ранним боевым действиям, в общем-то Покровск со стороны ВСУ назывались «Ворота в Донецк». То есть они считали, что это вот им позволяет именно контролировать практически всю Донецкую область. И вот эти все страшные обстрелы, они шли именно оттуда. А вот дороги, которые идут к Покровску, там посмотрим, там железнодорожные, асфальтные, улучшенные грунтовые, они называются дорогами жизни. По ним осуществлялось подвоз боеприпасов, подъезжала техника, подъезжали людские резервы. Сегодня это все рушится, противник теряет и взводный, и хороший оборонительный пункт, и второй, он теряет логистический пункт. С падением Покровска, опять же, если посмотрим на карту, нам открывается прямой путь или на Днепропетровск, тихий мирный Днепропетровск мгновенно превращается в прифронтовой город, или же на Краматорск, где вот эта агломерация промышленная реально полностью уничтожает южную группировку войск противника. Так что у нас там дела идут, наши войска используют военно-космические силы, беспилотные летательные аппараты, ну и храбрость наших солдат потихоньку перемалывает всю эту нечисть. И я думаю, что в ближайшее время мы будем праздновать и поздравлять наших солдат по владению вот этого населенного пункта Покровское. Ну, вот сейчас идут бои в Новогродовке, а противник оказывает нашим войскам такое очаговое сопротивление. Враг выдохся? Вы знаете, действительно, да. Самая страшная сегодня боль Украины – это то, что не хватает украинцев. Все, украинцы закончились. Те, которые были мотивированы националистически, идейные, они погибли или разбежались, или раненые, или больные. А то, что они сейчас гонят на убой, это уже не солдаты. Это люди, которые практически воевать не хотят. Я знаю, это не просто так, что по поводу допроса военнопленных многие говорят о том, что они себе ставили задачу сдаться в плен, еще когда их территориальные инспектора вот этих территориальных центров ловили по улицам Одессы, Львова, там, я не знаю, Киева. И второе, не хватает техники вооружения. Они же очень много техники и вооружения перебросили, та, которая была в резерве, которая бы могла бы сегодня каким-то образом стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, на Покровском направлении, на Торецком направлении. Они ее перебросили на Курск. И на Курске, вот наши ребята, то по тем данным, которые вы, наверное, наблюдаете, я наблюдаю, мы их там утилизируем, прямо, знаете, десятками. На сегодняшний день 63 танка. Что такое 63 танка? Это не просто танки, это танковый батальон. Он полностью перестал существовать, и этот танковый батальон надо формировать вновь. То есть, действительно, на этих атакованных нами направлениях, на южно-донецком направлении, противник испытывает недостаток и в средствах, и, самое главное, в людях. Жаркие ситуации сейчас на многих направлениях. Южнодонецкая, Торецкая. Как у нас там обстоят дела? Торецк практически взят нашими войсками. Наши войска уже под устоявшейся традицией развешивают флаги над основными административными пунктами. Но Торецк еще огрызается, но я тоже думаю, что в ближайшее время мы Торецком овладеем полностью. На Угледарском направлении штурмовые отряды продвигаются к Константиновке. Где еще зафиксировано наше продвижение? Константиновка – это тоже промышленный, там шахтерский поселок. Там действительно наши действительно очень хорошо выходят в направлении Часов Яра и спускаются вниз, туда там есть такая у них канал какой-то. Вот этот канал, он практически тоже под нашим и силовым контролем, и огневым контролем. То есть наши войска, как я уже говорил в начале своего выступления, практически выходят на все логистические пути, которыми пользуется противник. Какие направления сейчас нам важны, чтобы отрезать возможности ВСУ атаковать, а возможно даже и держать оборону? Ну, смотрите, на Курском направлении для нас важны направления
Сумы, Чернигов, который выходит на нашу границу. И я полагаю, что наши командиры, наши ребята уже давным-давно перерезали эти пути, не дают возможности подойти к ним резервам. Очень достаточно важные пути, которые ведут в Волчанску и Липцам. Мы в Волчанск вошли, наполовину населенный пункт наш, но там противник грызся настолько в жилой массив, что нам его приходится выковыривать практически с каждого дома. То есть на этом направлении нам необходимо постоянно держать ухо востро, потому что противник пытается перебросить туда силы и контратаковать. И еще одно очень такое опасное направление, которое будоражит нас, это Херсонское направление. Противник не оставляет намерений высадиться на Кенбургскую косу. Вот сегодня, кстати, ночью 2 быстроходных катера пытались туда выйти. Самое интересное, они с каким-то, знаете, таким умопомрачительным упорством пытаются туда по 10-20 человек высаживать морской пехоты. Мы их утилизируем, там непонятно, там уже рыбы вот такие толстые от этих трупов, которые там утонули. Но они все идут. Скорее всего, поставлена задача каким-то образом завладеть этой косой, которая может угрожать и направление на Азовское, и направление Крымское. Ситуация на Курском направлении постепенно перетекает в позиционные бои. Об этом говорят военные эксперты. Что это означает для нас? Ну, собственно говоря, это обозначает нам повседневный, кропотливый воинский труд по утилизации противника, потому что когда противник был походный на атакующем порядке, ее было бить легче. Сейчас он зарывается, пытается использовать наши старые оборонительные позиции. То есть нам приходится и расход боеприпасов больше, и усилий применять достаточно большее количество сил и средств для того, чтобы подавить ту или иную огневую точку, прорвать ту или иную оборонительную позицию. А для противника это что означает? Противник таким образом пытается выиграть время, и он в надежде, что все-таки какие-то сформируют резервы, которые подойдут ему на помощь. Сырский снял подготовленные подразделения ВСУ с фронтов, где сейчас им нужно держать оборону, и отправил на Курское направление. Почему оно так важно для Киева? Там два очень момента. Первый военно-политический момент для внутреннего потребления. Зеленский хотел показать населению Украины, что ничего они не проиграли, что они еще могут вести наступательные действия. То есть, знаете, такой сколыхнуть электорат, который должен поверить в его гениальность. А внешнее такое, значит, потребление показать западным своим кураторам, что вы давайте нам побольше оружия, видите, мы можем, если вы нам помогаете, мы можем противостоять России. Сегодня он ведет переговоры по поводу того, чтобы ему поставили побольше дальнобойных средств, разрешили эти средства дальнобойные применять на территории России. И последнее, это такая многоходовка, я думаю, это не замысел не Зеленского, не надумывался до этого, это замысел уже западных кураторов, это проверка нас на прочность и угроза создания попыток ядерного шантажа, ведь они реально пытались выйти к Курской атомной электростанции. Давайте гипотетически представим себе, что сейчас атакующие цепи украинцев атакуют Курскую атомную электростанцию. Гросси туда приезжает, кстати, Организация Объединенных Наций, как-то очень резко запросилась провести там, значит, такой контроль, посмотреть. То есть на фоне этого попытаться ввести туда силы Организации Объединенных Наций, тем самым как-то перевести внутриполитическую, региональную вот эту ядерную безопасность во всеевропейскую, со всеми вытекающими отсюда условия, там, конференциями, протестами, санкциями и тому подобное, то есть прекратить боевые действия на выгодных для Украины условиях. То есть это такая многоходовка, и я не думаю, что это, знаете, вторжение в Курскую область, это потому что Зеленский не докурил травки, вдруг у него щебануло в голове, он пошел наступление. Нет, его подтолкнули к этому западные кураторы. Но западные кураторы открещиваются от того, что они будут открещиваться от всего. Они от всего открещиваются. И оружие они не поставляют, и не знают, куда ракеты летают. Те, которые не могут без них летать, но они не знают, куда летают. Они будут открещиваться, потому что они сегодня стали соучастниками военных преступлений на Курской земле. А насколько вероятно, что ВСУ атакуют границу и в других областях?
Они пытались и в Брянской области атаковать, и в Белгородской, но мы научены опытом Курской событий. Сегодня там уже сосредоточены так называемые территориальные резервы, и туда переброшены силы из средств противовоздушной обороны. Все попытки зайти на эти территории пока венчаются неуспехом. Там такие же масштабные были? Нет, там более мелкие. У Украины нет уже сегодня масштабных. Вот я полагаю, что это был такой последний всплеск, где они бросили и те резервы, которые они... Кстати, это резервы, которые они хранили для обороны Киева, Сумщины, Чернигова. А сегодня мы их уничтожаем на этом направлении. И еще знаете, что я хотел бы сказать нашим зрителям? Что в результате вот этих боевых действий на Курщине, скорее всего, будет открыт новый фронт, и мы перейдем границу, и будем вести боевые действия в направлении Сум, Чернигова и, возможно, даже Бровары, Киев. Делать так называемую санитарную зону? Да. Россия и страны Запада запросили проведение отдельных заседаний Совета Безопасности ООН, посвященных украинскому конфликту. Вот Москва намерена обсудить поставки западного вооружения Киеву. Какой итог может быть всего этого мероприятия? Смотрите, мы первыми заявили. Дело в том, что в результате применения вот этого западного вооружения были совершены военные преступления. Разрушена мирная жизнь людей, убиты очень много людей, очень много гражданских людей были взяты в плен. Зеленский цинично заявил, что это будет подменный фонд. У него обменный фонд. То есть мы хотим поставить на вид, наверное, нашим коллегам по Организации Объединенных Наций, что вы дали оружие, видите, что они творят. Киев, опять же, полагаясь с подачи западных кураторов, пытается нас поставить перед тем, что мы якобы нарушаем жизнеобеспечивающий цикл страны, уничтожая энергосистему. То есть они будут сейчас бить на то, что согласно международному праву мы не имеем права уничтожать жизнеобеспечивающие системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Но они забыли одно. Они все эти системы, которые сегодня мы разрушили, привели в состояние военной опасности. То есть они стали не гражданскими, а военными объектами, что по международному праву позволяет нам применять против них силу. Спасибо, Анатолий Андреевич. Да, до свидания. С нами на связи был военный эксперт, полковник, главный редактор Анна Ньюс Анатолий Матвейчук. Это была программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.